Добрый день, уважаемые зрители. Тема сегодняшняя очень простая. В связи с тем, что у нас давным-давно забыли про собственные разработки, нормальные, полноформатные разработки, которые выполняются на достаточно высоком уровне, потому что Сталина нет, Берии нет, атомный проект сделан, космонавтика сделана, атомные электростанции, такие вот те, которые создавали престиж Советскому Союзу, сделали. А дальше пришли новоделы. Чубайсик, Гайдаруш. Ладно, младые реформаторы, которые сказали, зачем нам сырья хватит, и мы будем продавать все и вся, а взамен покупать все, что нам надо. И все это убили, а сейчас удивляются, что и говорят, что только галоши делают, в Советском Союзе делали. Хотя я смотрю так, по роботизации Советский Союз на втором месте после Японии стоял. Об этом молчат. Американцы, когда угнали МиГ-25, только тогда узнали, что у нас есть сварочные роботы, которые центроплан варят с одной точки, начинают другой заканчивать. Они понятия не имели, и многое другое. И вот такие проекты, они создавались, то, что раньше называли шарага. Что такое было шарага? В те времена много кляус писали, очень много кляус. Сталин даже на резолюции Хрущев написал «Уймись, дурак», потому что столько уже перло, что дальше невозможно было. Но чтобы ученые могли что-то делать, инженеры, и для них создали специальные условия, где ни любовницы, ни завистники, никто не донимал. Почему? Говорят, ты хочешь его посадить, так он уже сидит, а ты рядом. Куда дальше? Да? И они спокойно работали. Во время войны они за 3 месяца делали новый тип самолета. Это были ПКТБ, проектно-конструкторское технологическое бюро. Благодаря чему мы имели то, что имели. Высочайший потенциал. Потом про это все забыли, и десятилетиями мы продавали потроха Родины и завозили сникерсы, баунти, Марсы, все подряд, что нужно, что не нужно. Дальше наступил другой этап. Поперли сюда все технологии, которые уже, отработали, амортизировали, высосали все нормы прибыли, там они чуть ли не убыточные. Припирали сюда, это называется трансфер технологий. Поэтому строили под видом инноваций заводы, якобы. На самом деле завозили оборудование, техпроцесс с Запада. Да, во время Сталина завозили оборудование, технологии, привозили, но тут же подсаживали наших инженеров и учили. Так появились станки ДИП-500, ДИП-300, токарные. ДИП – это значит, что догоним и перегоним. Что и было сделано. И поэтому почему-то все говорят, когда производство начнете, когда производство начнете, когда производство начнете. Я говорю, никогда. Шутка. Я говорю, ты как? Вы же обязаны. Я говорю, я? Кому чего обязан? Родине, да. Родителям, да. Детям, да. Вам чем я обязан? Инвесторам, да. Вам чем обязан? Вы название проекта прочтите, читают, там на основе технологии, разработка и постановка производства. Вы чувствуете разницу между постановкой производства и производством полномасштабным? Это несколько другое. Что такое разработка, по большому счету? Это не чертежи бумажки, а это производственная линия, на которой промышленным способом выпускается продукция определенная, в определенных объемах. Для чего это нужно делать? Для того, что заказчик, человек простой. Денег много, желание зарабатывать есть. А так как в свое время понаобманывали, нанотехнологии. Что такое нанотехнологии? Один наноспециалист пообещал в свое время, что Кантемировскую дивизию разложат на атомы и телепортируют, и там соберут вместе с водородной бомбой. И понеслась нанотехнология. Да? Вспомните историю, японец куда-то какой-то атом или электрон заслал, еще кто-то такой послал. Но вообще, честно говоря, телепортацию придумали кто? Русские. Говорят, да пошел ты. И человек раз и на 3 буквы, да? Исчез. Телепортировался. Да?
телепортер. Ну вот это нанотехнология. Хотя на самом деле это совершенно другое. Ну, создали центры нанотехнологические, вбухали миллиарды, а сейчас за голову взялись. Да что же не натворили? Вот наша задача другая. Мы творим машины электрические, вращающиеся, асинхронные на базе патентов, владельцем которых является Всеволмаш. Что это за двигатель? Это вот такая железяка. Да? Самая простая и самая надежная электрическая машина, асинхронная. Выполнена по нашей технологии. Мощность максимальная пиковая этого двигателя маленькая, мизерная, всего 60 киловатт. Но кто знаком с электрическими машинами, знает, что такое 60 киловатт. И наша задача была разработать концепции, идеи, схемы, это одно. Но надо было разработать эту машину и продемонстрировать, что она может. Ну как продемонстрировать, да? Ну, многие говорят, и вот показывают в роликах, воткнул, включил, о, смотри, даже вот палкой затормозить не могу, да? Единица измерения палка в ротор называется, да? В палках, ну хотя есть у нас система Си, единица измерения, да? Есть там еще точность измерения, всевозможнейшие калибровка, там, поверка и так далее. Но палку поверить, это, конечно, круто. Вот. И в результате появляется вот такая разработочка. Квадрокоптер на базе двигателей с совмещенными обмотками. Прототипы, кстати, там у нас были одни деятели на вебинаре, очень грамотные, которые рассказывали, что прототип квадрокоптера на выставке был с батареей. Здесь мы на кабеле, не на кабеле, а на кабеле летали. Вот он, этот кабель. Вот он, да, под названием батарейка литиевая, состоящая из ячеек. И вот на этой батарейке он летает. Поэтому не надо врать и фантазировать. Взамен сейчас вот такие батарейки стоят, да? Причем по ампер-часам эти батарейки 4 в совокупности превосходят по массе меньше. Ну вот сделали мы машинку эту. Для того, чтобы сделать ее, нужно ряд технологического оборудования. И для того, чтобы ПКТБ выполняла функции по изготовлению опытных образцов, их тестированию, нужно специальное оборудование. Вот это вот, чтобы сделать. Первые образцы делаются на универсальном оборудовании. Ну, собрали, сделали. Что дальше? Пойдемте. Заходим и проходим. Вот для того, чтобы узнать, что же мы сделали, нужно обладать вот таким оборудованием. Это оборудование, это стенды, испытательные стенды. Вот тут, на этом стенде, буквально недавно стоял двигатель для мотылька. Мы определяли его параметры механические и электрические, которые мощность на валу, обороты, вращающие моменты, КПД, напряжение, потери, все комплексно. Для измерения всех этих параметров нужно подобное оборудование. Все это стоит очень больших денег. Поэтому либо тапком, либо палкой, ну можно еще гаечным ключом попробовать, да, или разводным. Правда, руки вырвет. Эти методы не годятся. Такие единицы измерения, ну, в мире не приняты.
В то же время много талантливейших людей, которые порождают много хороших идей, хороших технических решений, но не обладая этой базой, они не имеют возможности проверить свои решения. И когда начинают мне рассказывать о том, что надо в гараже там что-то сделать, делайте, попробуйте, покажите. Потому что вон висит частотник для питания, там лежит частотник для питания, для того, чтобы тестовые образцы питать. Все это очень дорого. Очень дорого. Но государство повернулось к разработчикам вот так и сделало так. Говорит, целуйте, но не получите. Извините за каламбур, но это так. Да? Потому что понасоздавали много чего. Ну чего? Ничего. Мы 10 лет тоже в Сколково с проектом отстояли, и проект пропустили в Сколково только тогда, когда у нас появился импортный участник команды. До того у нас проект был абсолютно плохой и никчемный. После того, когда машина испытана, время наступает вот подобным машинам. Что это за машинка? Это машинка, которая позволяет нам определить, а что же в совокупности дает двигатель с винтом, какой винт оптимален, какие углы атаки. Это стенд для испытания привода уже, тягового привода. Вот без этой штучки делать приводы для квадрокоптеров можно, но сложно. Мы до появления этой машинки пользовались немножко другим устройством. Сейчас покажу. Но оно не позволяло мерять все параметры, но у нее главное из достоинств – это то, что можно засунуть практически в гараж. Рычаг Архимеда, который говорил, что дайте рычаг, я вам всю землю переверну. Значит, состоит это устройство из стола подгруженного, балки, вот, кран балки, с помощью которой цепляем динамометр и меряем, как у нас все это давит. Вот такой способ использовали до появления соответствующего оборудования. Если бы его не было, ну, и результат такой был бы. Теперь пойдем познакомимся с тем оборудованием, которое позволяет нам делать опытные образцы. Ну вот оно, пройдемте сюда, наверное. Это участок токарно-фрезерных станков. И вот мы видим, это станина двигателя, того, который вы видели. Сделаны эти станины на универсальных станках. На этих станках мы делали станины, на этих же станках мы делали ступицы для винтов. Все прекрасно, все хорошо, одно плохо. Цена – крыло от самолета. И вот эти вот станки – это фрезерные станки ЧПУ. Ну а вот здесь токарные станки, участок. Да, вот он, участок тоже. Вот можно увидеть, да? Это токарные. Эти станки позволяют делать опытные образцы. Но себестоимость у них в никуда. Потому что на одну деталь тратится очень много времени. Но на определенном этапе без них
сделать это невозможно. Невозможно. Чтобы эти станки работали с хорошим качеством, обратите внимание, вот здесь плиты, пол поделен на карточки. Станки стоят, сгруппированы по этим картам, по границам, чтобы вибрации не передавались и не воздействовали. Снизу большая подушка песчаная сделана, для того, чтобы не передавалось это. Это сделано не просто так, это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную точность и качество. Ну и, соответственно, микроклимат. Здесь стабильная температура для того, чтобы можно было допуская 7, 9 применять, так чтобы детальки сочетались. Потому что вы две детали при разных температурных условиях сделаете, которые должны сопрягаться, они одна в другую не войдут, надо будет подогревать. Чем же отличается оборудование, то, которое нужно при серийном производстве и которое бы позволило получать минимальную себестоимость. Вот тот же практически станок, но токарный. Он снабжен барфидером. Что такое барфидер? Вот сюда мы загружаем пруток, запускаем программу, идем обслуживать или работать на других станках. И на выходе что мы имеем? Мы имеем готовые электроды для контроллера, который будет управлять двигателями мотылька. Контроллер ПО наша. И дальше она идет финишная обработка, и мы получаем готовый с минимальной себестоимостью. Но это еще не все, потому что это только электроды. Только электроды. Идем дальше. Проходим между станков, в шкафах инструменты, в шкафах детали. Вот видите, вот это вот делается основание контроллера, радиатор. Потому что опытную партию мы будем делать вот таким образом. Дальше, смотрите. Вот рама для мотылька. Чем она отличается от той рамы? Тем, что она облегчена. Это один из вариантов, но не финишный. Эту раму мы заготовки для нее делаем с помощью станка, называется труборез, который в автоматическом режиме делает весь комплект деталей с минимальным участием человека. Вот этот станочек МА 3600 это термопласт автомат, который позволяет устанавливать пресс-форму. Здесь стоит пресс-форма для литья ручки ушейки. Там для ушейки еще стоят, вот они, пресс-формы. Это корпусная, это делается навал для посадки крыльчатки. А это сырье. Вот. Это оборудование работает с минимальным участием человека. Бункер загрузили и работает. Вот лазерное оборудование стоит. С помощью этого лазерного оборудования делаются пластины для опытных образцов. Но вы видите, какая скорость. И, соответственно, себестоимость. Потом эти пластины попадают на участок, заготовки сделаны, на котором из сегментов набираются пакеты железа, статор, ротор, свариваются. Это все очень трудоемко, годится только для опытных дел. Для того, чтобы потом в лабораторию проверить, и тогда, четко понимая, что мы получили нужный результат, можно нести затраты на закупку оборудования, потому что оборудование стоит больших денег, а оснастка к нему не меньше. Ну вот он,
труборез этот, который для мотылька все это железо будет делать. Еще ожидаем трубогиб, лапы делать, да. Потом все это попадет на вот этот участок. Это участок сварочный, где опять-таки человек, сотрудник установит все детали, а робот будет осуществлять сварку, сборку. Опять-таки с минимальным участием людей, сотрудников. Все направлено на повышение производительности труда, снижение себестоимости. Вот это стоят такие барабаны, это электротехническая сталь, уже нарезанная, чтобы не на лазере уже делать, а делать ее надлежащим образом, высокопроизводительно. Вот сейчас пройдем. Тут у нас монтируется оборудование соответствующее. Вот. Рулон с электротехнической сталью устанавливается на вот эту машинку. Потом она поворачивается через устройство подачи, заводится в штамп. Вот сюда. И здесь уже вот этот кривошипно-шатунный пресс с помощью вот этой оснастки, штампа, давит, он пятиоперационный, давит сразу пластины статора-ротора, и вот через эти вот отверстия, вот здесь выходит ротор, здесь выходит готовый статор. Каждые 6 секунд. Участие человека. Зарядил, пошел дальше. Потому что это работает, его задача потом сменить, вернее, не сменить, а поставить катушку новую взамен израсходованную. Вот. Потом, осторожно, вот потом ротора подаются, устанавливаются в оснастку вот на эту машинку. Эта машина называется машина для литья алюминия под высоким давлением. Вот сюда в оснастку и заливается, получается ротор с беличьей клеткой готовый. И в обработку, мехобработку уходит. Дальше опять-таки на ЧПУ, где будет стоять манипулятор, который с бункера будет брать и ставить на обработку и также снимать. Человека там не будет. Точно так же будут обрабатываться радиаторы для ушемки. Ставится контейнер, с контейнера забирается заготовка, ставится, делается сверление, нарезка резьбы, снимается, обрабатывает манипулятор. Вот. Дальше в целях экономии. А раньше лили вот на этой машинке опытные образцы. Да? Здесь осуществляется вентиляция и воздух от всех этих процессов подается на фильтр, который очищает его и отдает в помещение. Это позволит нам снизить затраты на отопление, потому что все то, что будет здесь выделяться, будет отдаваться в цех. Вот такая вот штучка. Вот уникальный, хороший станок для нас. Это станок для выполнения паза, шпоночного паза. Чтобы пакет ротора статора держался на станине, необходимо выполнить паз и посадить туда шпонку. На шпонку это и в станине, и в самом пакете. Но если в станине там можно на фрезером сделать, в станке можно заложить ее и при литье, но лучше в обработке, да, то внутри сделать сложновато. А здесь, пожалуйста, набрали пакет, поставили, и одной протяжкой за один цикл два десятка пакетов прошли. Вот здесь человек будет работать, трудиться. Поэтому получается, вот мы с вами формируем цех, достаточно грязный. Здесь
будет требоваться минимальнейшее участие людей. Но есть один момент, пойдемте. После того, как сделали все это хозяйство, это, конечно, хорошо, интересно, но нужно же понимать, что мы сделали. И поэтому здесь, сейчас заглянем, здесь сейчас закрыто, здесь участок ОТК, который будет проверять, что же мы получили на выходе. А для того, чтобы проверка была более полная, тоже закрыто, мы еще закупаем и заказываем сейчас в Китае пылевую камеру, которая позволит нам и камеру климата сейчас придет от минус 70 до плюс 150 с влажностью до 98%. Мы все эти наши изделия будем нещадно пытать. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы мы были уверены, что наша продукция действительно выдержит самые жесткие испытания. Именно не просто продукция, мы это проверяли, но то, что мы произведем, и то, которое мы отдадим потребителям. Наверху у нас там линия СМД-монтажа, там тоже соответствующие контроли будут. И еще одна лаборатория, это входной контроль. Искровым способом по спектру позволяет определить состав материалов, которые нам поставляют. Потому что те, кто связан с производством, прекрасно знают, что можно получить материал, запускаешь те процессы, на выходе у тебя брак. Пока разберешься, разобрался, оказался материал. Но у тебя все это уже потеряно. Ты вбил деньги, труд, продукции нет. И вот на сегодня у нас две задачи решены. Это 3 модели УШМ разработаны. И мы готовим их серийное, мелкосерийное производство, потому что здесь большой не развернешься. И контроллеры, и двигатели, которые могут применяться для авиации, в том числе. Они будут ставиться в мелкосерийное производство. Но вот есть у нас такой двигатель разработан, это аналог французского двигателя с водяной рубашкой. Это прототип мотор-лебедки. С белорусами занимались это взамен Отиса. Это те разработки, которые мы начали, но и приостановились. Вот это прототип французского двигателя с водяным охлаждением. Начинали работать, но там, я так понимаю, свои были истории. Это прототип Отиса без редукторная мотор-лебедка лифтовая. Мы работы приостановили пока. В дальнейшем продолжим, надеюсь. Но, чтобы показать, вот, это с БТР двигатель, это общепромышленный. Это вот платы, которые мы здесь СМД-монтаж выполняли. Вот это вот статор от УШМ, но на базе него можно делать двигатели различного применения. У него он 2П4, если на 50 Гц это 1500 оборотов, так у нас он в УШМке 18 тысяч оборотов, 600 Гц. Вращается, подается 600 Гц, это ротор для него. И вот для производства вот этих валов сюда мы ожидаем поступления высадного станка. Высадной станок из прутка делает вал, и остается только сделать посадочные места для подшипников и нарезать резьбу. Это также сокращает время и затраты на производство. Соответственно, снижает себестоимость. А вот эти вот будут литься в термопласт-автомате. Соответственно, задача, себестоимость из всех комплектующих должна быть такая же, не выше, чем в Китае, а лучше еще ниже. Этого мы добиваемся. И вот продуктом
по проекту, в принципе, является не только мелкосерийное производство, сколько сама линия для производства. Почему? Потому что если заказчик хочет наладить крупносерийное производство, видит рынок, он приходит, нажимает кнопочку, получает продукцию. Его устраивает, он хочу такую. Садимся, договариваемся. Если он не находится, мы будем делать сами. Потом продадим. Или же будем извлекать прибыль, потому что любая инновация, почему Силиконовую долину делают, там проекты запускают, из сотен один срабатывает, они все окупают, потому что тот, кто новый продукт и новые технологии выводит на рынок, он снимает все сливки, всю маржинальность. Потом начинается конкуренция, начинают там демпфировать по ценам. Вспомните, сколько стоили мобильники. Покупали вот такие вот, да, сейчас, ну, зашел за 3500. Да, какая там норма прибыли? Да никакая. А начинали как. Поэтому мы сейчас в начале пути, потому что тяжелого класса, сверхтяжелого класса не делают, асинхронных полетных не делают, контроллеры, те, которые сейчас мы занимаемся, без энкода, не делают. И вся изюминка там не в самом контроллере, а в программном обеспечении, которые тоже являются нашей разработкой. И вот со всего этого надо нам с вами снять все сливки. Вот вкратце, чем мы занимаемся на самом деле. И если обычный завод, он может делать один вид продукции, допустим, только ушейнки, мы можем сделать двигатели разного класса. Тем паче, что вот тот штамп, который показывал Кривошеин на Шатунной, меняем оснастку и делаем сегменты статора и ротора, двигателя для мотылька, ну, соответственно, подобные вещи. Поэтому это перенастраиваем оборудование. И вот, чем больше технологического оборудования у нас появляется, тем больше у нас возможностей как по разработкам, так и по серийному производству. Спасибо. Следите за проектом. До свидания.